холодный, брошенный, суровый. Еще 30 лет назад здесь кипела жизнь. Работала местная школа, клуб с книжным магазином и буфетом с домашними пирожками. Дети бегали в коровник за молоком, а взрослые на Зилах и Уралах уезжали на работу. Первыми жителями острова были саамские племена. Их еще называют лопари. Здесь они ловили рыбу и разводили оленей. В 1594 году остров посетила первая голландская экспедиция под командованием Вильяма Баренца. Он искал Северный морской путь в Индию и Китай. Через 3 года он умирает на Новой Земле, а на Кильдин возвращаются 12 моряков 3-й голландской экспедиции. Еще через год голландцы наносят остров на карту. Считается, что его название происходит от голландского «кильдет» – «запрещать». Таким образом, Кильдин может означать «запретное место». Сейчас сюда направляются поисковики из Чувашии. В Мурманске они объединятся с местными поисковиками, а также со специалистами из Москвы, Московской и Псковской областей. Сводный отряд из 28 человек составит основу совместной экспедиции Русского географического общества и Северного флота. Перед ними стоят 2 задачи – восстановление воинских захоронений времен Великой Отечественной войны и поиск образцов военной техники. В 2020 году на Кольском полуострове в 3-й раз проводилась подобная экспедиция. Под руководством подполковника Дмитрия Дулича отряд экспедиции осмотрел воинские захоронения в поселках Печенга, Трифонов ручей, Лейна-Хамаре и на мысе Крестовый. Вдобавок были исследованы позиции крупнокалиберной береговой батареи большой мощности «Суоми», оборонительные позиции на мысах Романов и Немецкий, а также огневые позиции зенитных и артиллерийских батарей на мысе Крестовый, заброшенный финский рудник по добыче свинцовой руды к западу от Печенского залива, береговые сооружения в бухте Арас-Вуона. По дороге к полуострову Немецкие участники экспедиции отремонтировали памятник на воинском захоронении 3 неизвестным разведчикам. Также были благоустроены мемориал катерникам, героям Советского Союза и братское захоронение в поселке Лейна-Хамаре. Исследователи эвакуировали танковую башню в районе маяка на северной оконечности мыса Романова, 75-миллиметровую противотанковую пушку ПАК образца 97-38, 47-миллиметровую противокатерную казематную пушку и 2 ствола 150-миллиметровых орудий. Их передали военно-морскому музею Северного флота в Мурманске для реставрации и включения в экспозицию. В прошлом году, когда мы готовились к экспедиции в Лейна-Хамаре, известный наш друг, соратник, учитель Михаил Григорьевич Арешета очень хотел попасть на остров Кильдин для того, чтобы привести в порядок воинские захоронения, которые уже давно пришли в негодность. Почему они пришли? Потому что фактически военный контингент ушел с острова, и гражданского населения там практически нет. То есть сейчас это, по сути, необитаемый остров. Мы с ним обсуждали план это и осенью, и буквально там в январе этого года, но, к сожалению, он в феврале этого года ушел из жизни. Моя задача, помимо восстановления памяти погибших наших бойцов, это, конечно же, дань уважения к Михаилу Григорьевичу, и это дело мы должны дело довершить. Состав экспедиции, соответственно, сборный. В нем представлены и поисковики, и, кроме этого, специалисты Мурманской области, специалисты областного военного комиссариата. Основная задача – это поиск практически утраченных воинских захоронений периода войны. То есть экспедиция не ставит перед собой задачи привести в порядок все кладбища, все могилы. Сейчас основная задача их отыскать, обозначить на местности ясно видимыми знаками. Для этого специально взяты заметные красные обелиски пластиковые. Работа эта будет продолжена, но основная задача экспедиции, как я сказал, разведка. Подготовка к экспедиции длилась более 2 месяцев. В это время составляется план, оформляются документы, приобретается необходимое оборудование. Группа из Чувашии за 4 дня добралась до поселка Сафоново Мурманской области. В пути она посетила музей «Подводная лодка Б-440» в городе Вытегра, осмотрела финский укрепрайон в городе Медвежьегорск и отдохнула в поселке Рабочий Островск в Республике Карелия. Здесь в 2006 году был снят фильм «Остров» Павла Лунгина. Главной локацией фильма была деревянная церковь, которую планировала посетить наша съемочная группа. Увы, здание сгорело за месяц до нашего приезда. По прибытии в Мурманск отряд отправился к памятнику защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
защитникам советского Заполярья. Ура! 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 Сделав общее фото, отряд отправляется к озеру Лапоть, где проведет следующую ночь. Солнце еще не село, и мы никак не можем уснуть. Уже Нам полночь. кажется, день продолжается, и мы должны что-то делать, что-то решать, о чем-то думать, о чем-то говорить, о чем-то мечтать. Утром команда отправляется в Сафоново и разбивает лагерь на территории Музея военно-воздушных сил Северного флота. Завтра отряд должен отправиться на военном катере к острову Кильдин. Под проливным дождем команда собирает палатки, завтракает и готовится к морскому путешествию. Но разрешения на выход в море получено не было. В ожидании отряд проведет на материке еще один день. Руководство экспедиции решает заполнить свободное время посещением местных достопримечательностей. Первым делом отряд осмотрел территорию музея. Он был открыт в 1976 году. Кроме основного здания, здесь также есть дом Юрия Гагарина, в котором он жил во время службы в Заполярье. Как внутри ангара музея, так и снаружи выставлена коллекция самолетов и вертолетов. Бомбардировщик Ил-4 из собрания музея использовался на съемках художественного фильма «Торпедоносцы» 1983 года. Часть отряда из Чувашии отправилась к аллее славы летчиков, героев Советского Союза. Здесь они возложили цветы и отдали дань памяти двум землякам – Францеву Евгению Ивановичу и Баронину Михаилу Петровичу. Оба летчика не вернулись с боевого вылета. Отрядом также был нанесен визит и в музей подводная лодка К-21 в Североморске. В 1942 году она прикрывала союзный конвой ПК-17, в составе которого было 35 кораблей. На его перехват был отправлен фашистский «Тирпиц», возможно, самый дорогой и знаменитый корабль вермахта. Экипаж К-21 первым обнаружил вражеский линкор и поразил его 2 из 4 торпед. В 1983 году подводную лодку превратили в музей. Лучи солнца, пробиваясь через густые тучи, согревают команду после холодной дождливой ночи. Каждый из них уверен, сегодня получится. Точно в 8:00, без задержек, десантный катер Северного флота подходит к берегу. Команда делает общее фото и после недолгой переклички отправляется в путь. Михаил Геннадьевич. Спустя 3,5 часа десантный катер достигает бухты Могильной в юго-восточной части острова. Прежнее название происходит от места стоянки рыбаков Соловецкого монастыря. Таким образом, мыс и бухту стали называть монастырскими или соловецкими. После уничтожения английскими военными кораблями в 1809 году их стали называть могильными. Первое, что бросается в глаза, это неописуемая красота северной природы, посреди которой расположилась свалка брошенной техники.
После Великой Отечественной войны остров активно заселяли военные и жили здесь семьями вплоть до 1995 года. По некоторым данным, в 80-е годы здесь жило около 15 тысяч человек. Когда военные ушли, хозяйничать на острове остались медведи. Через пару часов команда добралась до места будущего лагеря у Южного ручья. Ребята выгружают вещи из грузовика, ставят палатки и разделяются на 2 отряда. Разбить кухню, делать столы с скамейки, чтобы мы все умещались, да, и навес. Так, и группа, кто, в принципе, может поехать уже на западную сторону, посмотреть по захоронениям. Пока один отряд обустраивает лагерь, другой ищет захоронение в западной части острова. Сверяясь с архивными документами и пользуясь поисковыми щупами, специалисты определяют точное расположение отдельных могил. Мы находимся в Доте. Здесь на балке перекладной есть запись. 2 июня 1942 года написано: здесь стояли насмерть матросы Чеботарев, Дмитриенко и Сергеев. После плотного завтрака команда снова отправляется в западный Кильдин. К сожалению, мост на единственной дороге к поселку разрушен, и поисковики вынуждены добираться пешком. Западный Кильдин, поселок давным-давно брошен, здесь никто не живет. На этом кладбище среди многих военных и гражданских лиц похоронены, как удалось установить по архивным данным, 8 человек военнослужащих. Это и летчики, и погибшие, и умершие в разные годы. Сегодня вот это вот забытое, заброшенное кладбище мы приводим в порядок, устанавливаем новые памятники взамен уже обветшавших. И это дает надежду, что этот будет каким-то образом уже реанимирован, восстановлен, может быть, сюда будут наши мурманские товарищи, Северный флот, организовывать экскурсии, поездки. Это с точки зрения военно-исторического туризма, это очень интересные объекты, потому что, хотя здесь не было боевых действий, здесь не было противника, но части были готовы защитить и остров, и самое главное – это защитить Мурманск. Здесь стояла полуэскадрилья амфибий, самолетов-амфибий. Здесь был аэродром, стояли самолеты «Харрикейн». И самое главное, здесь было 2 батареи по 2 орудия, которые могли обстреливать до 37 километров. Сначала у могилы выкапывается яма для установки обелиска. Потом его выравнивают относительно других, укрепляют камнями и засыпают землей. Поисковики очень трепетно относятся к памяти погибших солдат и с огромным уважением, не жалея ни времени, ни средств, сохраняют их память. Я очень рада, что состоялась эта экспедиция. Слава тебе, Господи! Потому что у истоков этого движения не только Мурманской области, но и у истоков поискового движения России стоял Михаил Григорьевич Решета. Война в Заполярье – это была тема его жизни, это была суть его жизни. Главная цель была восстановление имен тех ребят, которые погибли. И здесь установлено 8 военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны поименно. Поэтому на сегодняшний момент мы ставим им вот эти вот обелиски
обелиски изготовил наш друг, поисковик, живущий в Череповце, Игорь Ермолин. Здесь команда разделилась на два отряда. Пока первый заканчивает свою работу в Западном Кильдине, второй исследует местность близ озера Могильное. Здесь были найдены могилы 9 погибших военнослужащих. 2 из них сразу установили обелиски. Тем временем с материка пришли неутешительные новости. Сообщается о надвигающемся шторме в 4,5 балла. Участники экспедиции срочно собирают лагерь и в 2 заезда на военном грузовике перебираются к озеру Могильному. Оно спрятано от ветра пологим склоном берега, на котором поисковики поздним вечером заново разбивают лагерь. На руку им играет разве что полярный день. Ночью в июле достаточно светло. Следующим утром поисковики возвращаются на кладбище близ озера Могильное. Здесь находятся могилы летчиков, которые погибли на острове в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, с тех времен паспортизация захоронений проводилась небрежно. В результате возникли неточности в документах, которые навели на ложный след. На определенных территориях захоронены одни люди, на самом деле они захоронены в другой части острова Кильдин, и наоборот. В определенном период, благодаря наверное, совокупности разных факторов, в том числе историк Стрельбицкий, работая с одним из архивов, обнаружил достаточно интересные фотографии воинского захоронения острова Кильдин Восточный, на котором как раз были изображены могилы авиаторов, то есть летчиков, погибших на острове Кильдин и похоронены на нем. Фотографии датировались 1947 годом, там же была приложена схема захоронений. Памятники, которые сейчас устанавливаются, красные, они действительно были закуплены в свое время волонтерами, еще покойным историком Михаилом Григорьевичем Решетой, который устанавливал подобные пирамидки, как мы их называем, на всех местах вновь обнаруженных захоронений. По большому счету считаются временными памятниками, в надежде на перспективу, на их месте установления фундаментальных памятников, которые уже действительно будут в веках упоминать нам о том, что в данном месте захоронены герои Великой Отечественной войны. Будем добиваться того, чтобы эти памятники были заменены уже на постоянные памятники, потому что это наша память, и нам это надо. В это время к выезду готовится вторая группа. Согласно плану, она должна исследовать территорию местного аэродрома. Он был построен в 1942 году и использовался для посадки поврежденных самолетов. После войны его взлетно-посадочную полосу покрыли металлическими секциями, сцепленными друг с другом, и использовали до середины 80-х в качестве запасного. Вчера удалось побывать на западном берегу острова и посмотреть с мыса на Баренцево море. На обратном пути в заброшенной школе мы нашли немного дерева для нашего лагеря. Теперь дверь одного из классов служит отличной столешницей для нашей полевой столовой. На следующий день температура воздуха опустилась до +6. Поднялся сильный ветер. Начинается шторм. Прихватив сухие пайки, участники экспедиции отправляются к береговым артиллерийским батареям. Они представляют собой башенные установки калибром 180 мм. Такие начали строить еще в 30-х и, по слухам, использовали до середины 90-х. Дальность стрельбы таких батарей достигала 37 километров.
Сейчас их стволы спилены. С одной стороны, крупных боевых действий здесь не было. Да, рвались бомбы, звучали взрывы, но крупных боевых действий, как на других участках фронтов, здесь не было совершенно. И, может быть, как раз это и заслуга острова. Немецкие фашисты знали, что здесь мощный гарнизон, и именно он прикрывает вход в Кольский залив. И, по всей видимости, именно поэтому они не попытались отсюда прорваться. Территория вокруг них была огорожена колючей проволокой. Лежа под ногами, она так и норовит испортить обувь. Под батареей находится подвальное помещение глубиной в несколько этажей. Здесь темно и очень сыро. Задача на сегодня – найти инструменты, ящики, документацию. К сожалению, за прошедшие 75 с лишним лет здесь ничто не могло сохраниться в идеальном состоянии. В дизельные стены давно обгорели, а генераторы были разбиты. Тем не менее, здесь были найдены документы послевоенного периода. Цель достигнута. Кроме того, была осмотрена учебная крылатая ракета в заброшенном поселке Верхний Кильдин. Его история берет начало с дореволюционных времен, когда здесь построили пост наблюдения Кильдин-Вест. В первых домах поселка обитали служители поста и маяков. В 1935 году неподалеку началось строительство батареи, и к 1939 поселок обустроили для проживания военных. Сегодня страна отмечает День военно-морского флота. Участники экспедиций и служащие Северного флота отдают дань памяти защитникам советского Заполярья. Они насмерть стояли на суровых северных сопках, громили врага на воде, под водой и в воздухе. Их подвиг, их имена не будут забыты. После оружейного залпа участники экспедиции возлагают цветы к могилам погибших летчиков. Сегодня команда отправляется на западный берег острова. Ее интересует территория под мысом Бык. В 1944 году здесь были найдены тела английских моряков. У поисковиков оказалось письмо неизвестного автора. Тут написано: Махрат, 25.02.44, остров Кильдин, погиб английский эсминец, 6 английских моряков, офицеров, добавлю. Прибило в лагуну острова со стороны северо-запада. Выровняли площадку, уложили трупы и закрыли их камнями под мысом Бык. Как мы уже говорили, и там только что были, под мысом Бык мы не нашли, насколько закрыли, может быть, какое-то расщелине, а там сплошная же гряда каменистая. То есть через 44 года, это получается 56 и 20, 77 лет. Без опознавательного знака трудно, без какой-то координации, метки на скале или еще что-то. В данном случае пока мы этого не нашли. Может, поиски в этот раз окончились неудачей, команда все равно не потратила время зря. В пути мы встретили местного обитателя. Им оказался медведь, которого участники экспедиции шутливо называют Мишкой. Также мы наблюдали прекрасный вид на Баренцево море. Даже в столь неприветливую погоду острову есть чем удивить. Я напишу это, чтобы оставить здесь свою боль. Устал таскать ее с собой. Есть самое место на старом маяке. Именно такая записка ждет случайного путника на печатной машинке внутри северного маяка. Вероятно, это самое прекрасное место на острове. Маяк построили в 1931 году. Планировалось заменить его на каменный, но началась война, и он так и простоял до 1953-го. Тогда-то его и перестроили. На месте временного сооружения выросла круглая железобетонная башня высотой 19 метров. Сегодня поисковые работы ведутся именно здесь. Была информация о неизвестных захоронениях на севере острова, но на их месте было найдено нечто совсем другое.
здесь что необычного? Вот я прошел по берегу, посмотрел, вот похожие вот такие вот небольшие холмики, заложенные такими, скажем так, пластиковыми камнями, вот они такими ровными. Здесь получается противодесантная какая-то линия обороны. Именно при наступлении десанта какие-то подрывные срабатывали устройства. После осмотра территории участники экспедиции выдвигаются в лагерь. Им предстоит пройти около 12 километров вдоль берега по скользким камням. В пути они должны встретиться со вторым отрядом, который только что добрался до загадочного объекта 101. Здесь находился уникальный береговой ракетный комплекс. Таких в Советском Союзе было всего 2. Один в Крыму, другой на Кильдине. И если первый сейчас действует и закрыт от глаз обывателя, то двери второго открыты любому желающему. Его начали строить еще в 1951 году. Дальность полета ракет такого комплекса достигает 95 километров. Здесь отрядом были найдены старые чертежи, перечни, технические описания. Все это обязательно передадут Музею Северного флота для реставрации и последующего экспонирования. Пора выдвигаться в путь и второму отряду. Участники экспедиций должны собраться у так называемых сундуков – камней на северо-восточной оконечности острова. Отрываясь от скал, они падают на берег, где омываются штормовыми волнами холодного моря. Судя по картам начала XIX века, камней стало значительно меньше. Прибой разрушил часть из них. С материка сообщают, что десантный катер прибудет завтра. Сейчас он не может выйти в открытое море, где, согласно прогнозу погоды, ожидаются сильный ветер и волны. Но жизнь продолжается, и участники экспедиций охотно делятся впечатлениями. Экспедиция подходит к концу, и я могу сказать, что я всем доволен. Ну, могло быть немного теплее. Но так, жить можно, не сдувает, не заливает. По сравнению с моей обычной жизнью, здесь нет разве что связи и интернета. Все остальное в достатке. Так как погода нас здесь не балует, нам, конечно же, нужно много сил затрачивать на установку лагеря. Вот нам приходилось его переносить, потому что сначала была погода замечательная, солнышко, тепло, прекрасно. И буквально через 2 дня начинает дуть западные ветра, приносят с собой тучи, дождь нас начинает сносить, и, конечно же, мы вынуждены были переезжать. Вот. Но это не умаляет того, что задачи, поставленные перед экспедицией, должны быть выполнены в полном объеме. Поэтому быт достаточно суровый, но никто не жалуется, люди все знали, куда едут. Вот. И поэтому у нас все хорошо, все спокойно. В интернетах я находил упоминание, что вот здесь прошла моя служба, или здесь прошло мое детство, здесь же была и школа, да, дети росли. Вот. Поэтому это наша земля, и нам нужно ее открывать заново. Почти неделю мы прожили на берегу озера Могильное. Кто-то даже осмелился искупаться в холодной воде. Здесь обитает кильдинская треска, которая в 1997 году попала в Красную книгу Российской Федерации. Одной из уникальных особенностей острова является озеро Могильное. Это реликтовое озеро. Интересно оно тем, что имеет несколько слоев. Верхние слои почти пресные, соленость здесь около 3 промилле, и максимальная соленость достигает у дна до 33 промилле. Верхние слои озера населены сильнее. Здесь можно встретить таких представителей, как рачки, бокоплавы, дафнии. В средних слоях живут полярные медузы, актинии, рачки. В нижних, самых соленых слоях можно встретить бактерии. Это озеро с 1985 года относится к памятникам природы федерального значения.
Пора домой. Участники экспедиций собирают палатки, сумки. Скоро прибудет катер. Все задачи экспедиции были выполнены. Значит, были определенные сложности. Штормовая погода, где-то порядка 5 дней. Люди промокли. Значит, ветер был сильный, но тем не менее, значит, выдержали. Можно сказать, что экспедиция прошла успешно. Все задачи выполнены. Значит, были найдены несколько артефактов периода Великой Отечественной войны и послевоенной. Значит, все они будут переданы в музей Северного флота. Команда рада вернуться в цивилизацию. Осталось совсем немного. Скоро все будут дома. Сафоново нас встретил руководитель экспедиции от Северного флота Дмитрий Дулич. Сейчас он вручает благодарности участникам экспедиции. Это было непросто, но мы справились. Время нельзя остановить. С каждым днем мы все дальше от событий той страшной войны, самой кровопролитной и беспощадной в истории человечества. Войны, что отняла у родителей детей, а у детей – родителей. Поисковое движение в нашей стране появилось не случайно. Добровольцы и сейчас активно делают тяжелую работу по поиску непогребенных останков, установлению имен погибших и поиску их родственников. Каждый день они отдают дань памяти героям, благодаря которым мы можем спать спокойно. Они сохраняют эту память и не остановятся ни перед какими трудностями, насколько хватит сил.